На обветренном ипподроме в штате Кентукки, где запах сена смешивался с пылью и потом, работал никому неизвестный жокей по имени Бенджамин. Все звали его просто Бен. Он был худощав, со слегка сутулой спиной и руками, покрытыми мозолями. Он никогда не выигрывал крупных заездов, жил скромно в трейлере рядом со стойлами и брался за любую подработку, лишь бы остаться рядом с лошадьми. Однажды, после неудачного сезона, несколько богатых владельцев скакунов, выпив в клубе, решили пошутить. Среди них был влиятельный заводчик по имени Чарльз. В шутку, а может, с презрением, они подарили Бену старую, исхудавшую кобылу по кличке Рози. Ей было больше 15 лет, зубы стерлись, шаг был тяжелый, а глаза тусклые. Она давно не участвовала в гонках и считалась непригодной к спорту. Дар был явно издевательским. Посмеяться, как бедняк будет нянчиться с тем, что ни один серьезный тренер даже не стал бы кормить. Но Бен не рассмеялся. Он просто принял кобылу. Он убрал ее стойла, стал приносить свежую морковь, овес, массажировать ей суставы, выводить на неторопливые прогулки. Он разговаривал с ней, как с человеком. В течение месяцев он восстанавливал Рози не только физически, но и эмоционально. Под его заботой она снова начала поднимать голову, шерсть заблестела, движения стали увереннее. Пока другие списывали старую кобылу со счетов, Бен с рассудительностью и терпением работал над ее выносливостью и техникой. Он знал, что скорость — это не все. Главное — дух и связь между жокеем и лошадью. Прошел год. На ежегодных открытых соревнованиях в Луисвилле, где допускаются любые зарегистрированные участники, Бен вышел на старт. Толпа гудела, увидев его и Рози. Люди смеялись, кто-то делал ставки ради забавы против него, конечно. Но когда выстрел стартового пистолета разнесся над трассой, произошло то, чего никто не ожидал. Рози стартовала не быстро, но уверенно. К середине дистанции она начала обгонять одну лошадь за другой. К последнему повороту она уже шла в тройке лидеров, а на финишной прямой вырвалась вперед. Толпа замерла, а потом взорвалась. Бен и Рози пришли первыми. Победа была чистой, официальной и громкой. Приз составил $1 миллион. Но важнее было не это. Важнее было то, что человек, которого никто не принимал всерьез, и лошадь, которую считали списанной, доказали всему миру. Достоинство нельзя измерить возрастом, внешним видом или чужим мнением. С тех пор Рози стала символом второго шанса, а Бен — легендой ипподрома. Не из-за денег, а потому что он увидел ценность там, где другие видели только повод для насмешки. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.